Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шляпу ковбойскую из пряжи рафия. Я еще, правда, не стирала, но они сами уже, поля, вот эта часть загибается. Вот такая пряжа. Это стопроцентная целлюлоза из натурального волокна пальмы. Значит, в одном мотке у меня фасовка 90 метров 40 грамм. Бывает она еще, знаете как, это она уже скручена, поэтому она такая. А бывает пряжа широкая, то есть не скрученная, вот такой ширины. И она намотана на бобину, на плоскую, на всю ширину закручена. Вот, а это уже смотанная. Значит, у меня вот такой цвет. Так, этот цвет называется бирюза. Цвет бирюза. Вот из нее я вязала. Так, есть цвет у меня салат. Есть цвет у меня сирень. И есть цвет Мадонна. Значит, здесь все указано, как с ней работать. Гладить нельзя, стирка только ручная. И номера спиц и крючков. Я вязала крючком 4,5 миллиметра. Так, на эту шляпу у меня ушло чуть более 2 мотков. 92 грамма. И вот такую шляпку можно связать на лето, на море. Я считаю, очень даже и ничего получилось. Значит, в этом видео я вам расскажу, как придать форму. Расскажу, какой размер полей у меня. Расскажу, как сделать расчет на донышко. И здесь в донышке, в полях использовала ригелин. А вообще мой совет. Прежде чем вязать из рафии, она все-таки пряжа специфическая, свяжите образец из обычных ниток. Вот я вязала. Где-то что-то учтете, где-то что-то свое добавите. Вот я тренировалась. Вот. Ну, это образец, сами понимаете. Причем желательно вязать из пряжи, которая не пачкается, чтобы можно было потом использовать, если все-таки много сюда ниток уходит. Вот, поэтому не поленитесь, потренируйтесь, вяжите, как вы вяжете, попробуйте по моей схеме вязать. Причем, что хочу сказать, вот здесь количество петель в образце набирайте точно столько же, сколько показывала я. То есть у вас будет миниатюра. И вы тогда уже все сможете учесть. Записывайте на бумаге, делайте черновики, не ленитесь. Потому что, ну, сами видите, рафия это есть рафия. Для начала набираем 13 петель. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, вот эту петлю пока не затягивайте сильно. Ставлю маркер. Одну петлю пропускаю. Следующую буду вязать за полупетлю. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 'А в эту петлю свяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И теперь затянем. Так, поворачиваемся и вяжем по этой стороне вот за полупетли. Один, 2, 'Теперь за эту 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'А сюда, вот где у нас маркер, делаем соединение 11. Это мы провязали с вами первый ряд. Второй ряд и все четные ряды значит, второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее вывязываем
3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. В каждом четном ряду. Три воздушные петли. В нечетных, вот один ряд мы провязали, дальше будет 3, 5, 7, 9 и так далее. 3 воздушные петли мы не провязываем. Теперь берем маркер другого цвета. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем. Столбик без накида. 1, 2, 3. И вот где у нас маркер, сюда провязываем. Вот эта петля относится сюда к столбику. 4. И дальше я буду вязать в каждый столбик. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И вот здесь 14. Теперь вот у нас 4 столбика, в каждый вяжем по 2 столбика, то есть мы делаем прибавку. Так, 1. И сюда же 2. Следующий столбик, вот он, как раз расположен, видите, между петлями. 1 и 2. Это уже 4. Следующий столбик. 1 и 2. Это уже 6. 1 и 2. Это 8. То есть мы с вами вяжем половину плоского круга. Вот по этой схеме, чтобы был плоский, но не круг, а половину круга. Значит, мы набирали, провязывали сюда, в центр, в петлю, не 8 петель, а 4. И дальше у нас пойдет увеличение не на 8
столбиков без накида в каждом кругу, а на 4. И тогда у нас половина круга будет плоским. Значит, дальше довязываете самостоятельно. В конце я вам покажу, как закончить. Вот я провязала 11 столбик, а у нас должно быть 14, как и по этой стороне. 12. 13. И вот сюда в петлю, где маркер, соединяем просто, не вывязываем столбик. 14. Вывязываем только одну воздушную петлю. 3 мы не вяжем. Вяжем только одну, потому что нам надо развернуться. И дальше уже в столбике. 1, 2, 3. Итак, вяжем до прибавок. Вот прибавки у нас видно. Вот до сюда свяжете, до этого столбика. И дальше я вам буду показывать. Довязала я до прибавок. И дальше мы опять вяжем по принципу плоского круга. То есть в первую петлю, в первый столбик мы вяжем прибавку. 1. И сюда же 2. А сюда только 1 столбик. Это уже 3. Сюда прибавку. 1 и 2. А сюда 1. Это уже 6 у нас. Дальше сюда прибавку. 1 и 2. Сюда 1. Это 9. Сюда прибавку. 1 и 2. А сюда 1. Двенадцать получается. Значит, здесь в полукруге у нас 12 столбиков. Без накида. Это мы вязали с вами 3-й ряд. Теперь смотрим. 3-й ряд. В полном кругу 24. А мы вязали с вами половину. И у нас получилось ровно 12 столбиков. Итак, вы вяжете. Значит, мы с вами провязали 3-й ряд. Далее вяжете 4-й. Значит, 3 воздушные петли подъема вывязываете. Но и вяжете по принципу плоского круга, только половину. Значит, единственное, что я уже рассказывала по поводу прибавок. Вот мы делали, как, в круг вязали, в кольцо, в петлю. Вязали, значит, 4 столбика без накида, потом делали прибавки.
Так, в третьем мы как вязали? Прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик. Если все время в одном месте делать прибавки, у вас будут углы. Я уже об этом говорила неоднократно. Поэтому прибавки меняйте местами. Свяжите, допустим, четвертый круг у нас, полукруг будет. Свяжите так. 1, 2, а здесь сделайте прибавку. 1, 2, здесь прибавку. 1, 2, прибавка. Вот сюда 2, а вот здесь прибавка будет. Здесь опять будет 1, 2, сюда прибавка. И тогда у вас, вот эта часть будет, углов вот этих не будет. И будет полукругом. Итак, вы вяжете до тех пор, значит, вот по этому алгоритму, значит, в четных вы вывязываете 3 воздушные петли, а в нечетных вы не вяжете воздушные петли. Но одну делаете петлю подъема просто. Вот, одну петлю, одну воздушную. И так вы вяжете до тех пор, пока у вас по окружности не будет столько сантиметров, сколько вам нужно на окружность головы. Вот, допустим, я вяжу на 56 размер. Вот, на 56. Значит, у меня вот здесь по окружности должно быть 56 сантиметров. Вот постепенно так вяжите, вяжите и измеряйте. Вот довяжете ряд до конца и измеряйте. Только точно измеряйте. Вот так. С каждым кругом. Но рядов 8 можно спокойно вязать. Дальше вяжите самостоятельно. Ну что ж, вот я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Для чего я поставила маркеры? Это последний столбик у меня, который уходит в эту часть. А следующий столбик, это у меня начинается полукруг. И вот, чтобы мне не ошибаться, не заходить за эти столбики, вот я отметила маркером. Вот полукруг такой получается. Так, теперь что? 8 рядов я провязала. Теперь мы должны измерить окружность. Вот даже до половины можно измерить. Уже 28 сантиметров. То есть 56 размер. Все, я на себя связала. На свой размер. Дальше что мы делаем? Есть вот такая вещь, которая называется ригелин. Вот он есть белого цвета. Здесь 5 жил. 1, 2, 3, 4, 5. Есть ригелин черного цвета. Он поуже. Здесь 4 жилы. 1, 2, 3, 4. Значит, что мы делаем? Вот я сфотографировала в магазине упаковку на тот случай, если кому-то понадобится ригелин. Потому что некоторые продавцы могут не знать эту вещь.
А вы можете сделать скриншот, показать продавцу. Ну, вот так выглядит с другой стороны эта упаковка. Смотрите, если вот такие заломы есть, надо выпрямить. Потому что у нас должно быть все ровно. Значит, смотрите внимательно. Внутри черного ригелина черные жилы. Видите, они черные. Давайте посмотрим. Вот поэтому на это нужно обратить внимание. Вот черные жилы. Но что хочу сказать, он очень жесткий, этот ригелин. Это жила очень жесткая по сравнению с белой. Сейчас давайте белую посмотрим. Ну, тоже жесткий, но черный все-таки пожестче. Теперь я освобождаю две жилы. Ну, хотя они жесткие, но не буду рисковать. Две возьму. И берем нашу окружность головного убора 56. И плюс, чтобы внахлёст сделать. Ну, сантиметров 4 или 5. То есть в общей сложности возьмите 60-61 сантиметр. Значит, укладываем ригелин, вывязываем одну воздушную. И теперь мы будем вязать с вами за заднюю полупетлю. Значит, ригелин тогда вот сзади надо положить, выровнять. За заднюю полупетлю. Итак, вяжем по всему донышку до конца. Ну вот, дошла я до полукруга. Вот у меня последний столбик. Здесь мы тоже вяжем за заднюю стенку, за заднюю полупетлю. И вяжем без прибавлений. Вот этот ряд у нас без прибавлений идет. Так, вот у нас была прибавка. Вот мы ее проходим. Мы не прибавляем уже нигде. И так вяжем до конца ряда. Ну вот, обвязала я до конца круга, ряда. Что теперь делаем? Значит, вот эту часть я поаккуратнее отрежу. Вот, ровно.
Теперь берем термоусадочную трубку. Вот есть прозрачные, есть цветные. Вот я возьму прозрачную. Ну, такого кусочка вполне хватит. Так, значит, расправьте, чтобы у вас нигде ничего не стягивало. Так, вот здесь можно укоротить. Так, теперь аккуратно маркером отметьте. Вытягиваем. Так, у меня вот здесь был и вот здесь. Вот, до маркера. И феном нагреваете трубку на самой высокой скорости. Вот, на самой высокой. После того, как запаяли, ряд распускаем. И эту часть передвигаем вот сюда. И снова обвязываем.